Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами обсудить пикантные новости и слухи про Чингука и Тэхёна. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Для начала небольшое предисловие. 8 августа Тэхён объявил новости о своем грядущем сольном альбоме Layover, который выйдет 8 сентября в 13:00. Всего альбом включает в себя 6 треков, 5 композиций и бонус-трек. Видеотизер нам показывает наполнение коробки. Фотобук А, фотобук Б, лирикбук, карточки, диск, постер, чек-лист, письмо. Трек-лист альбома состоит из 6 композиций. И если написать название трека в столбик, то можно составить слово Layover. Как оригинально это сделано! Тэхён презентовал нам уже 2 клипа на трек Love Me Again и на трек Rainy Days. Love Me Again снимали в пещере Нерха. В Испании пещера расположена на высоте 158 метров над уровнем моря и является одной из пещер с наибольшим топографическим развитием. Температура пещеры 19 градусов. Место сказочное, клип сказочный и Тэхён как принц из сказки. Текст песни никого не оставил равнодушным. Я хочу, чтобы ты любил меня снова. Нет, мне не нужен никто другой. Я хочу, чтобы ты любил меня снова. Army – одна из лучших душевных песен, которые я когда-либо слышала. Ощущение теплого объятия. Твой голос такой красивый, я влюбилась в твой голос. Хорошая работа. Тэхён, спасибо, что подарил нам этот подарок. Тэхён, ты в порядке? Тэхён говорил, что его альбом был написан еще в 2020 году. Услышав текст песни, многие ARMY начали говорить, что, наверное, в то время между Чингуком и Тэхёном были трудные времена. Скорее всего, у них была любовная ссора. В песне Тэхён рассказывает нам, что его возлюбленный ушел от него. Но несмотря на это, он продолжает его любить и ждать. И просит любимого передумать и вернуться к нему, полюбить его снова. Наш романтичный Тэхён не может поверить, что его возлюбленный может быть с кем-то другим. Вскоре мы услышали трек Rainy Days и насладились клипом. Клип Тэхёна Rainy Days снимался в пентхаусе Торрес Бланкас в Мадриде, культовом здании в стиле бруталистской архитектуры. И снова он поразил нас текстом песни. Лирическая композиция о расставании. Тэхён поет о том, что он ищет пути, чтобы вернуть любимого человека. Рассказывает, что время, проведенное с ним, было потрясающим моментом. И эти прекрасные слова греют душу. Мы можем начать все сначала. Ты мой четырехлистный клевер. Да, я чувствую твое прикосновение, я помню твой поцелуй. И снова многие поклонники предположили, что все-таки Чингук и Тэхён проживали трудные времена. Также можно обратить внимание на некоторые моменты в клипе. Мы видим, как Тэхён рисует человека.
но не простого, а с ушами. А мы же знаем, кто у нас с ушами. Но это меня не удивило. Удивило другое. Почему он рисует багетом? А еще эти рисунки Тэгук с мордочками чем-то похожи на лицо из клипа. И кстати, помните, когда Чунгук сказал, что лицо Тэхёна похоже на скульптуру? Тэхён в своем клипе. Давайте также обсудим одежду, которая была на Тэхёне в клипе. Моменты, когда он занимался творчеством, на нем был одет свитшот Байнай Свэзе, символом инь-янь. Баланс, любовь, мир. В начале клипа мы видим на Тэхёне интересную футболку. Он был одет в футболку AC/DC Lightning Destroy Medvard для тех, кто любит жить на грани и не боится оставить свой след на своих ценных вещах. Футболка, вдохновленная винтажным кроем унисекс. У Тэхёна все продумано до мелочей. И да, ребята такие особенные, и поэтому стиль у них тоже весьма необычный. Тэгук продолжают ломать гендерные стереотипы. Чунгук хорошо выглядит в укороченных топах. Чунгук – один из тех, кто не позволит простым гендерным нормам помешать ему одеваться так, как он действительно хочет. Чунгук носит пирсинг и укороченную куртку Джейбе Кутюр, а недавно появился в женской юбке. На Тэхёне был в клипе женский красный топ. Он накрасил ногти и носил кроп-топы. Я думаю, что их изюминкой является их необычность. Еще интересный факт. Вдохновение для съемок Pop Mag было визуально связано с панк-актером Адамом Ант и гей-активистом Дереком Джарманом. Джарман – активист, борющийся за гомосексуализм и ярый сторонник прав геев, продюсировал культовый фильм «Юбилей». На Тэхёне была футболка с плакатом «Юбилей», и даже его макияж глаз официально такой же. Тэхён знает об истории прав геев, искусстве и борьбе больше, чем мы все вместе взятые. Недавно была премьера фильма «Бетонная утопия», и нам было заявлено, что на премьеру придут Чунгук и Тэхён. Мы ожидали, что будет вот так, что мы их снова увидим вместе, но этого не произошло. На премьеру пришел один Тэхён, быстренько пробежал мимо фанатов. На фотозоне он был один. Самый красивый мужчина в мире в красном пиджаке, как всегда очаровательный. ARMY стали возмущаться и требовать от Dispatch объяснений, почему рядом с Тэхёном не было Чунгука. Ведь они утверждали, что они будут оба. Dispatch письменно ответили. Чунгук был в списке участников, но по какой-то причине у него не было времени для фото. Только у Ви был выход на дорожку. Спасибо за просмотр и ожидание. И никаких объяснений больше не было. Почему Чунгук не пришел? В итоге Тэхён был на премьере с Хёншиком. Пошли слухи, что Чунгук собирался на премьеру, но что-то его остановило. Возможно, он предположил, что Хёншик будет рядом с Тэхёном. А он не хочет видеть никаких третьих лиц рядом с Тэхёном. И скорее, ему самому это будет не очень комфортно. А Хёншик как раз таки находился рядом с Тэхёном. И вообще, не поссорились ли они вновь?
Почему, когда вышли треки Тэхёна, Чунгук никак его не поддержал? Я надеюсь, Чон просто не хочет акцентировать внимание на себе, поэтому решил остаться в тени, чтобы все лавры достались Тэхёну. Тем более на последней трансляции Тэхёна мы услышали кое-что интересное. Вы слышали кашель? А Чунгук говорил недавно, что он простудился. Ну, вы поняли, кто был дома с Тэхёном. Возможно, между ними и были какие-то разногласия, но судя по последней трансляции, можно сделать вывод, что они вместе, и в их отношениях все в порядке. На этом я заканчиваю данную тему. До встречи!